Достойный человек век помнит добро, недостойный человек через день забывает его. Так гласит народная мудрость. Привет, друзья! Вы на канале Классика орхидейного жанра. Сегодня мы посмотрим на осязаемые плоды человеческой благодарности. Сегодня мы получим посылку из Кемерово. Я познакомлю вас с орхидейными переселенцами из Кемерово во Владивосток. Мы раскроем посылку, рассмотрим малышей, и я расскажу вам, какие народные лекарственные природные средства я буду использовать для адаптации этих малышей к моим домашним условиям. Ну и как всегда не обойдется без результатов. Я покажу вам результат от использования этого средства чуть ранее. Для тех, кто проживает свою жизнь в состоянии хронической спешки, в описании под видео и в первом закрепленном комментарии под ним я оставлю тайм-коды для быстрого перемещения по видео и для удобной навигации по нему. Ну а с теми, кто никуда не торопится и любит полное погружение в тему, мы начнем разговор, как всегда, обо всем по порядку. 28 апреля этого года я получила на почту письмо от Татьяны Егоровой из города Кемерово. Это письмо вы сейчас видите на своих экранах. Нажав на паузу, вы можете с ним ознакомиться. В письме Татьяна написала: «Я хочу подарить вам 2 детки, если вы не будете против. Вы сможете показать их на канале, рассказать, как правильно их посадить и показать, как быстро они у вас будут расти, потому что у меня они растут медленно. Ваш канал дает очень много познавательного и интересного. Как только я стала смотреть ваш канал, мое желание подарить вам орхидею усиливается с каждым разом. Разрешите мне это сделать. Буду ждать от вас ответа». С тех пор прошло 2,5 месяца, и, наконец, желание Татьяны осуществилось. Она смогла отправить мне посылку с детками орхидей. Это случилось 8 июля. Посылка была оформлена отправлением 1 класса и дошла до Владивостока из Кемерово всего за 3 дня. Мы вместе с Татьяной внимательно отслеживали движение посылки, и как только она прибыла в место выдачи, я в тот же день ее получила. Посылка оказалась достаточно внушительной, учитывая то, что в ней я ожидала получить лишь 2 маленькие детки. Нет, я не буду утомлять вас шуршанием бумаги на полчаса. Я лишь скажу, что упаковано все было с любовью, очень тщательно, по всем самым лучшим канонам упаковки растений для пересылки. Но вместо 2 ожидаемых свертков в посылке я обнаружила 4. За время пути они размножились, смеясь, подумала я, и начала разворачивать газеты. И вот они все 4 разных размеров и состояний, уже дома. Татьяна не знала, как быстро сработает почта, поэтому перед отправкой деток она их просушила. Просушила со всей ответственностью. Корни орхидеи были высушены до состояния плоских шнурков. Для малышей в таком размере тотальная просушка может оказаться критической. Поэтому первое, что я сделала, когда увидела орхидеи в таком состоянии, это напоила их. Многие из вас уже очень хорошо знают мое отношение к воде для орхидей. Орхидеи не боятся воды, и поэтому я в таких случаях не фамильярничаю, я даю орхидеям напиться от души. И сейчас вы можете видеть на своих экранах, что субстрат орхидей промок полностью, и все корни, включая внесубстратные верхние, полностью пропитаны водой. На данном этапе для полива орхидей я использую свежую, чистую дождевую воду.
Скажу пару слов о воде для полива. Сейчас очень многие пользователи стали увлекаться поливом фильтрованной водой, в том числе и после фильтра обратного осмоса. И практически каждый день я получаю в комментариях вопросы о желтеющих листьях, в том числе массово, о хлорозе на листьях орхидей и о других любых проявлениях деминерализации орхидеи. Пытаясь избежать одного зла, вы причиняете своим орхидеям гораздо большее зло. Во время адаптации все эти фаленопсисы будут находиться в прежних посадках, без пересадки. Посажены все эти маленькие растения по-разному. Две из них растут в прозрачных силиконовых стаканчиках, в которых мы обычно получаем азиатские орхидеи из теплиц Тайваня. Это достаточно крепкие малыши, этакие крепыши, здоровье которых не вызывает у меня никаких сомнений. Третье и самое маленькое из всех растений посажено в самый большой и непропорциональный для него горшок. Эту посадку придется изменить одной из первых. Орхидея не выглядит благополучной, не выглядит здоровой, и поэтому всем своим видом показывает, что в ее жизни надо что-то менять. К слову сказать, этой малышке уже больше года. А вот этому растению больше 2 лет. Оно выглядит достаточно хорошо, но ни разу не цвело. Почему? С этим нам предстоит разобраться, но делать это мы будем не сегодня. А сегодня мы произведем первичную обработку всех этих растений без исключения на предмет борьбы с возможными вредителями и на предмет обогащения витаминами разных групп и микро- и макроэлементами. Как всегда, обработку травяным настоем мы будем проводить только по листу, без попадания рабочего раствора в субстрат орхидей. Какое лекарственное растение я решила использовать для этих целей? Конечно же, чистотел. Ведь именно чистотел помогает нам производить профилактические обработки орхидей от большинства вредителей. Кроме того, как я уже ранее вам рассказывала, трава чистотела содержит алкалоиды, главным образом хелодонин, флавоноиды, сапонины, органические кислоты, яблочную, янтарную, лимонную, эфирные масла, широкий спектр витаминов и другие биологически активные вещества. У нас чистотел до сих пор цветет, поэтому я могу использовать свежее сырье. Вы можете использовать ранее заготовленное сырье, которое мы сушили в мае и июне. Если вы не смотрели предыдущее видео об использовании травы чистотела на орхидеях, ссылку на это видео я оставлю в первом закрепленном комментарии под видео и в описании к нему. Нормы расхода сухого сырья для разных целей разные. Для изготовления настоя в профилактических целях мы будем использовать следующие пропорции. 2 столовые ложки сухого сырья на пол-литра воды. Если вредитель уже обнаружен и предстоит борьба с ним, пропорции должны быть такими. 2 столовые ложки сухого сырья на 1 стакан воды. Настой готовится 12 часов и имеет очень красивый, насыщенный, яркий янтарный цвет. Заливаем настой в пульверизатор и начинаем использовать по назначению, по листве, тщательно обрабатывая каждую орхидею. Хочу обратить внимание новичков, что обработке подлежит не только верхняя, но и нижняя часть листа. Все стороны обрабатываем очень тщательно. Помните, если вредители присутствуют на орхидее, то они используют все потаенные места для того, чтобы удобнее расположиться. Это и центр розетки, и пазухи листьев, и поэтому рабочий раствор травы чистотела должен попасть абсолютно везде.
У моих орхидей настой травы чистотела будет находиться в самых ответственных местах до полного испарения или до впитывания настоя во внутренние ткани орхидей. Во время обработки орхидеи находятся в светлом, хорошо вентилируемом месте без попадания прямых солнечных лучей на орхидеи. С момента получения посылки прошло 2 дня. И сейчас вы видите, что все орхидеи чувствуют себя просто великолепно. А я каждый день продолжаю увлажнять листовые пластины фаленопсисов из пульверизатора, постоянно чередуя обработки с помощью настоя чистотела и обыкновенной кипяченой воды. А вот на этом кадре, для того, чтобы вы поняли истинные размеры новичков, к ним в корзинку я поставила микрофаленопсис Тайсука Кобальт. Ну и, как всегда, крышечка от пластиковой бутылки для масштаба. Как часто опрыскивать орхидеи в течение дня? Спрашиваете вы в комментариях. Так часто, как вы себе это можете позволить, насколько хватит вашего терпения и вашего свободного времени. Именно попадание капелек воды на тыльную сторону листовых пластин орхидеи повышает тургорное давление, растягивает устьичные щели, тем самым запуская процесс С3 пути фотосинтеза в дневное время у орхидеи. Это позволяет орхидее развиваться быстро и стремительно. А теперь я покажу вам фаленопсис Рауль, который я обрабатывала настоем чистотела 2 месяца назад. Результат работы настоя из травы чистотела на орхидеях налицо. На момент покупки у фаленопсиса Рауль практически не было корней, и растение буквально болталось в горшке. Для того, чтобы его зафиксировать, пришлось подложить большой камень к основанию орхидеи. После начала использования настоя чистотела я поместила горшок с орхидеей в непрозрачное кашпо, для того, чтобы вы хорошо могли видеть новые нарастающие корни. Без доступа света процесс фотосинтеза в корнях орхидеи не идет, и они имеют вот такой белый цвет. И вот такие мощные разветвленные корни наросли у этой орхидеи за 2 месяца. Прежние корни, как я уже говорила, их немного, имеют темно-зеленый цвет и видны недостаточно хорошо. А на новые корни вы можете посмотреть во всей их красе. Корни нарастают как внутри посадки, так и от ствола орхидеи. Красивые, новые, мощные корни. Направление корневого роста демонстрирует нам, что вновь появившиеся корни намерены расти в субстрат. Листовая масса нисколько не уступает в темпах роста корневой системе. Я уже показывала, что сразу после применения настоя чистотела у орхидеи появился новый молодой лист. Это уже 2-й лист, выросший после покупки в моих домашних условиях. Оба эти листа очень отличаются от предыдущих листьев. Они целые, ровные, гладкие, без трещин и заломов. И несмотря на то, что орхидея продолжает цвести, на первом ответвлении от покупного цветоноса она выпустила домашний цветонос. Глядя на такие результаты после применения настоя из травы чистотела, я ни минуты не сомневалась, что именно такой настой нужно применить для вновь прибывших малышей. И пока мы будем ждать новое домашнее цветение фаленопсиса Рауль, мы будем использовать настой травы чистотела на новых орхидеях. А их на канале, благодаря Татьяне Егоровой из города Кемерово, стало на 4 больше. Утолив жажду, благодари того, кто колодец вырыл. Отдыхая в тени дерева, благодари того, кто его посадил. Я очень благодарна Татьяне за ту радость, что мне довелось испытать в эти дни. А я, в свою очередь, делюсь этой радостью с вами.
Завершая это видео, я покажу вам, как стремительно развиваются цветоносы на вандах. Вот такие невероятные соцветия, на некоторых уже формируются бутоны, и очень скоро нам предстоит лицезреть это великолепное вандовое цветение. Ну а пока я напомню вам, что 15 минут вы провели вместе с каналом «Классика орхидейного жанра». И если вам понравилось это видео, если вы захотите вернуться на канал вновь, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх под видео, подпишитесь на канал, если раньше вы этого не сделали, жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео, и оставайтесь со мной, ведь впереди у нас много интересного.